Привет, с вами Кирилл. В этом видео мы поговорим с вами про отвыкать. У меня очень часто ученики спрашивают: Кирилл, как сказать отвыкнуть? И так сразу ты и не ответишь. Вы знаете, если вы смотрите мои видео давно, что в разных языках есть свои какие-то фразы, выражения, которые могут не иметь прямого аналога. Вы знаете, что прилагательные наглые в русском языке соответствуют совершенно разным прилагательным в английском языке, и перевод будет продиктован именно контекстом. Так вот, выражение «отвыкнуть» или даже одного слова «отвыкнуть», как мы имеем в русском языке, в английском языке не существует. Поэтому вы догадались правильно, мы будем смотреть на контекст. В сегодняшнем видео мы посмотрим на определение слова «отвыкнуть» в русском словаре, и по этому определению попытаемся найти эквиваленты, наиболее актуальные эквиваленты, которые понадобятся вам в речи. Сегодня я буду акцентировать внимание прежде всего на high frequency phrases, широко употребительные фразы и выражения, которые вы чаще всего услышите. Я не буду акцентировать внимание на редких, формальных, официальных фразах, потому что этого вы не увидите, не услышите. Что означает отвыкнуть? Русский словарь дает следующее определение. Отвыкнуть — это утратить привычку к чему-либо или разучиться что-то делать. Вот с этими двумя разными акцентами, вернее контекстами, мы будем сейчас работать. По традиции я предлагаю вам поставить мое видео на паузу и подумать, как это вы сказали бы в речи. Отвыкнуть. Придумайте себе какое-нибудь предложение. Но чтобы два определения «отвыкнуть» в смысле утратить привычку к чему-либо, например, к жаре, если вы отвыкли от жары, либо же утратить навык к чему-либо. Например, вы больше не разговариваете на японском языке, болит сердце, и как бы это вы сказали, что вы отвыкли от разговоров на японском языке. Трудно вам дается это все. Постарайтесь передать как можно более точно и не заморачивайтесь. Официально, неофициально, вам сейчас главное чего-нибудь придумать. Согласно первому русскому определению, отвыкнуть — это первое, утратить привычку. Слово привычка — это habit. Если мы посмотрим в переводчике, в любом, даже Google переводчик или что у вас там есть, любые переводчики, я сейчас не про AI говорю, именно про переводчик. Старый, добрый, олдскульный переводчик. Отвыкать или отвыкнуть, если вы напишете, он вам выдаст такую фразу, вырванную из контекста, без каких-либо примеров предложений. Out of habit. Ну, уже что-то есть, наклевывается. Out of habit. Но что нам с этой вырванной фразой из контекста делать? Давайте смотреть. Так как мы описываем изменение состояния, то есть у меня была какая-то привычка, сейчас ее нет, я отвык, значит мы имеем дело с изменением состояния. По-моему, я то же самое сказал 2 раза. Если вы помните, у меня было видео именно про этот маленький, коротенький глагол get, ну или become. То есть мы можем поставить смело его в это выражение. Get out of habit doing something. И это будет притянутое за уши самое такое stilted, contrived перевод. Но мы с ним давайте сейчас попробуем поработать. И я вам предлагаю на ваше рассмотрение следующее предложение. I got out of the habit of cooking at home after I started working late. Здесь вы говорите, что так как вы начали, после того, как вы начали работать допоздна, дольше, вы отвыкли от того, чтобы дома готовить. Здесь получается, вы навык какой-то утратили, привычку, да? I got out of the habit. Давайте посмотрим еще на один пример и обсудим их. He got out of the habit of exercising, and now it is so hard to start again. Он отвык от упражнений, занятий спортом. Сейчас очень трудно начать все заново. Казалось бы, грамматически у нас все правильно. Но если вы, может быть, говорите на английском языке постоянно, у вас какая-то чуйка уже имеется, какое-то длинное предложение получилось, и немного попахивает каким-то, не хочу сказать, что формалином, официальном смысле стилем, вполне себе обычное предложение. Но вы не услышите такое в обиходной речи. Может быть, где-то как в словаре, чтобы дословно передать смысл русского «отвыкнуть». Дословно передать. Но нам нужно найти эквивалент местный, локальный, который будет понятен всем и будет звучать естественно и аутентично. Поэтому мы фразу
got out of the habit of doing something, мы ее принимаем как фраза, которой мы будем описывать дословный перевод с русского на английский. Мы не останавливаемся на достигнутом, нам нужно найти больно все это, конечно, больно. Нам нужно найти наиболее оптимальный вариант. Также переводчик может дать вам выражение become unaccustomed to. Тут тоже притянутое за уши определение, но его также можете использовать, чтобы дословно перевести фразу русскую. To grow or to get or to become unaccustomed. Ну, grew accustomed to, вы знаете, что это привыкнуть, да, как be used to or get used to. То здесь получается в обратную сторону мы идем. Опять же, это очень официальный словарный вариант для каких-то книжных дел, чтобы дословно передать. Дословно, не общеупотребительная лексика. Поэтому ищем что-то более понятное нам, англофонам, и более разговорное. Обратите внимание на следующий пример. Представьте, что вы разговариваете с человеком, который просыпается очень рано, и вы говорите: You wake up at 5 a.m. I'm not used to that anymore. Смотрите, что получается. Я использую знакомую всем фразу be used to, иметь привычку к чему-либо с рождения. I'm not used to that anymore. И я использую магическое слово anymore. И вы правильно догадались. Это будет то, что мы ищем, это то, что нам нужно. Я от этого отвык. I'm not used to it anymore. Вы даже на русский язык не переведете это дословно. I'm not used to it anymore. Я не привыкший к этому, ну будет как-то странно даже по-русски звучать. Поэтому по-русски мы придумаем новое слово отвыкать. В английском та же самая грамматика, только ставим anymore. Допустим, вы переехали из города в деревню, а потом из деревни обратно в город. И в свою первую ночь вы жалуетесь: блин, как здесь шумно. И вы говорите: I'm not used to the noise anymore. I'm not used to the noise anymore. Я отвык от шума. Я больше к такому, у меня привычки-то нету. Кошмар. Подумайте сейчас, вам вопрос на засыпку. Anymore. Какое у нас еще есть в английском языке выражение, которое занимает денег? Заменяет выражение anymore. У вас на это 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Баба-ягодка опять. No longer. То есть вот это же предложение мы можем перефразировать. I'm no longer used to the noise. I'm no longer used to the noise. I'm no longer used to waking up early. I'm no longer used to waking up early. Я отвык от того, чтобы просыпаться рано. Больше у меня этой привычки нет. Либо мы можем сделать обратное предложение. I've gotten used to, и дальше после to вы будете говорить, к чему вы привыкли, к чему-то другому. То есть возвращаемся к нашей ситуации. Вы с человеком разговариваете, вы отвыкли от ранних подъемов. И вы говорите: You wake up at 5 o'clock in the morning? Wow, that's too early for me. I've gotten used to waking up at least 6 a.m. Вы говорите, что вы привыкли просыпаться позже. То есть это будет у вас такой паттерн I've gotten used to something else. I've gotten used to something else. Привык к чему-то другому. Ну и здесь я не использую просто прошедшее время I got used to, потому что мне очень важно сделать акцент именно на том, что сейчас актуально, как принято в учебниках говорить, на результате. И поэтому я использую время present perfect. I've gotten. И если вы изучаете американский английский, то у вас будет gotten. Если вы говорите на британском английском, еще какой-то акцент, там может быть другая форма got. Если вы жили, например, в холодном месте, переехали в теплое место, потом опять приехали на каникулы домой в холодное место, и для вас все-таки, блин, как холодно, я уже не могу, я отвык от холода. Вы можете сказать что-то типа этого. It's freezing. I'm not used to the weather anymore. I'm not used to the weather anymore. И вы используете артикль the weather, чтобы показать, что именно погода здесь, в этом конкретном месте. I'm not used to the weather anymore. Или I'm no longer used to the weather here. I'm no longer used to the weather. Либо I've gotten used to warmer weather. I've gotten used to warmer weather. Я привык к более теплой погоде. То есть, видите, у вас здесь есть 3 варианта, как это можно передать. Сейчас дам вам еще примеров, чтобы вы поняли, что вариантов может быть уйма. Мы концентрируемся на high frequency. Контекст. От шума вы отвыкли городского. I've lost my tolerance for the noise. I've lost my tolerance for the noise.
Опять же, я использую время present perfect для того, чтобы сконцентрироваться на том, что сейчас со мной происходит. I can't stand the noise anymore. I can't stand the noise anymore. Терпеть больше не могу этот ваш шум. I've gotten too used to the quiet. I've gotten too used to the quiet. Я привык, слишком сильно привык уже к тишине, поэтому отвык, так сказать, от шума, поэтому нет, мне ваши городские шумы, извините, прощайте, сайонара. Теперь нам нужно найти фразу, которая бы передавала второй смысл, это разучиться что-то делать. То есть, you were able to do something before, but you can't do it now, or you cannot do it the same way. You're not good at it anymore. И в качестве примера у нас будет следующее. Представьте, что вы раньше умели крутить обруч, и представьте себе, что прошло время, вы долго не занимаетесь, утратили навык, все, отвыкли. Пытаетесь покрутить, говорите, блин, я отвык крутить обруч, надо как-то к этому опять привыкнуть. Как бы вы это сказали по-английски? Еще надо знать, как обруч сказать. Но обруч это легко, это в русском языке есть такое слово. Мы будем использовать фразу I used to be able to hula hoop, but I've gotten out of practice. Раньше я умел, а сейчас у меня не было практики, отвык. I've gotten out of practice. Вы можете также сказать and I'm out of practice. I'm out of practice. I've gotten out of practice передает изменение состояния, как вы помните, глаголом get. I am концентрируется на результате. Сейчас but I'm out of practice. Я отвык. I can't do it now, sorry. I've lost a knack for it. Иногда может быть всплывать более в британском варианте. I've lost a knack. The knack это как сноровка. Но есть очень хорошее короткое выражение, которое чаще всего вы слышите, это использовать прилагательное rusty. Rusty. Вы можете его использовать, когда говорите о ваших скиллах в языке, разучились говорить, о ваших скиллах в спорте, чего-то умели делать, колесо, например, сейчас разучились. Либо игра на инструменте, например, раньше играли на фортепиано и говорите I'm rusty. То есть вас приглашают к пианино, вы начинаете что-то играть, какого-нибудь Шопен, и в процессе что-то забываете, тормозите, и потом, в общем, говорите sorry, I'm rusty. Rusty это ржавый, то есть заржавели ваши скиллы, вы отвыкли. То есть, если вы раньше катались на велосипеде, каком-нибудь горном, и сейчас у вас это плохо получается, вы так и можете сказать, что I'm rusty. I used to mountain bike before, but now I'm kind of rusty. Либо что-то может быть rusty, вы можете сказать, что my skills are rusty, либо подача в спорте что-то rusty. Ну, в общем, это будет самым частым вариантом, поэтому, и это очень короткий вариант, поэтому пользуйтесь. Итак, давайте подытожим. Слово «отвык» в русском языке может использоваться в двух значениях. В более абстрактном это отвыкнуть от чего-либо, от кого-либо, либо же потерять сноровку, разучиться что-то делать. И вот, as a takeaway, два предложения. I've gotten used to life without you. I've gotten used to life without you. Вы говорите человеку, что я привык к жизни без тебя, то есть переводим это обратным. Я отвык. Я от тебя отвык, мне к тебе надо привыкнуть. He's no longer used to nightlife. He's no longer used to nightlife. Он отвык от ночной жизни. И вы можете продолжить сказать his dancing is rusty. His dancing technique is rusty or his dancing is rusty. Человек отвык. Теперь вам небольшое задание. В комментарии попробуйте интерпретировать два предложения. Первое. Это когда вы хотите сказать, что вы отвыкли говорить по-японски. И второе предложение. Вы отвыкли от жары. На сегодня это все. И желаю всем отличных выходных. Пока.